Страна на грани. Американский президент может оказаться на скамье подсудимых. Его предупреждали давно, но сейчас официально. Шпион в посольстве или как работать сразу на 2 разведки и попасться третьей. Скандал в Елисейском дворце. Кто подал в суд, первая леди или первый джентльмен? Холодильники, которые убивают, они обманом обходят экспортный контроль и попадают на фронт. Зачем? Это и многое другое в выпуске новостей к вечеру четверга, 24 июля. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Попытка госпереворота в США. Президент под подозрением. Мужественно раскрыты планы заговорщиков и представлены в отчете разведки самой Тулси Габбард, директором ведомства. И теперь Барак Обама может оказаться на скамье подсудимых за фальсификацию разведданных и попытку повлиять на исход президентских выборов 2016 года. Директор национальной разведки говорит, что речь идет о намеренном искажении информации о российском вмешательстве, якобы в интересах дискредитации Дональда Трампа. Есть неопровержимые доказательства того, как президент Обама и его команда по национальной безопасности руководили созданием оценки разведывательного сообщества, зная, что она ложна. Они знали, что она будет продвигать эту надуманную версию о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Они продали эту версию американскому народу, как будто она была правдой. Материалы уже передаются в Минюст и ФБР. В случае подтверждения экс-президенту грозит уголовное дело, вплоть до обвинений в государственной измене. Габбард подчеркивает, у России не было ни мотива, ни технической возможности влиять на выборы, а потому все манипуляции с данными могли быть сознательным политическим шагом. Сам Трамп ранее обвинял Обаму в попытке сорвать его легитимную победу, а ФБР уже начал проверку в отношении бывших глав ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми по подозрению в даче ложных показаний Конгрессу. Наконец-то дошло. Позиции далеки друг от друга, говорит глава российской делегации в Стамбуле. То есть переговоры топчутся на месте, но контакты продолжаются. Где? На уровне делегаций, рабочих групп или в телеграм-каналах. Это вот как раз не уточняется. Третья встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась быстрее, чем обеденный перерыв, всего за 40 минут. Несмотря на экстремально короткий тайминг, стороны успели заявить о договоренностях по обмену. Ни один из меморандумов пока не согласован. Предыдущие попытки стороны описывали как параллельные монологи. И, судя по скорости последней встречи, по-настоящему сложные вопросы даже не открывались. Глава российской делегации снова с заявлениями и снова с мантрами про мир, детей и не вернувшихся эвакуированных. Но если приглядеться, за этими словами все тот же туман, от которого давно укачивает. Сейчас в так называемой серой зоне из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, эвакуируя раненых. Для нас важна каждая жизнь. Украина, мол, не выполнила один пункт, потому что жители Курской области, которых по версии Кремля эвакуировали в ВСУ, якобы не вернулись домой. Версия звучит как из параллельной вселенной, но претензия предъявлена. Про мирные меморандумы стандартный фокус. Санитарные обмены тяжелоранеными вроде бы продолжаются прямо на линии фронта. Эпоха гуманизма, что уж там. Ну и, конечно, дети. Мединский утверждает, что Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, вывезенных с оккупированных территорий. Часть якобы уже возвращена, по остальным идет работа. А пока под государственным контролем, в достатке, в безопасности, в учреждениях и без родителей их содержат. Похожая реакция и на предложение о встрече президента Украины и Владимира Путина. Приоритетной задачей номер 1 является организация встречи лидеров, президентов. Участие президентов Трампа и Эрдогана будет наиболее ценным. Реальное прекращение огня и всех ударов по гражданской инфраструктуре может стать первым шагом на пути к прочному миру. Мы предлагаем российской стороне провести такую встречу лидеров до конца августа.
А российская делегация в принципе боится лишний раз тыкать Путина палочкой. Для того, чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать, а на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Понимаете, как у нас говорят, конец делу венец. Нельзя царя беспокоить просто так, только если что-то чрезвычайно важное. Что общего у дронов-убийц и холодильников? Оказывается, есть общее. Правда. Двигатель. Россия тайно ввозит китайские двигатели для ударных беспилотников, маскируя их под обычные холодильные установки. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на документы и источники в европейских спецслужбах. Оборудование поступает на оборонный завод «Купол» в Ижевске, производителя дронов «Гарпия А1». Внутренние документы «Купола» подтверждают, в 2025 году Россия заказала более 6 тысяч дронов, втрое больше, чем в прошлом. К апрелю уже произведено свыше 1500 таких дронов. В документах фиктивные фирмы, поддельные счета и контракты, оформленные как поставка холодильного оборудования, цель избежать китайского экспортного контроля. По оценке украинской разведки, эти дроны используются для регулярных атак по гражданской и военной инфраструктуре в глубине украинской территории. Около 500 гарпий в месяц. Беларусь демонстративно отводит учения вглубь страны, но готова в любой момент двинуть войска к границам. Генштаб открыто и мирно заявил об этом, но следом угроза. Оставляем за собой право перебросить подразделения ближе к Польше и Литве. Польша заявила о том, что готова провести учения дивизионного масштаба у наших границ в районе Гродно, Беловежской пущи. Литва перебрасывает свою бригаду «Железный волк» на полигон по Броде в 15 километрах от нашей границы. Мы оставляем за собой право принять решение и переместить наше отдельное подразделение в ходе учений. Причина якобы действия Варшавы и Вильнюса. Польша планирует учения у Гродно и Беловежской пущи, Литва – переброску войск. Минск называет это спекуляциями и утверждает, что все маневры, которые будут отрабатываться, строго оборонительные. Но среди эпизодов отработка противовоздушной обороны, работы с дронами, РЭП и роботизированных комплексов. Численность войск по официальным данным сокращена вдвое, но сценарии максимально современные. Скандал в Норвегии. Бывший охранник посольства США в Осло обвиняется в шпионаже в пользу России и Ирана. Об этом сообщают местные медиа со ссылкой на прокуратуру страны-члена НАТО. Норвежская прокуратура предъявила мужчине обвинения в передаче планов зданий, данных о дипломатах, их семьях и мерах безопасности. Подозреваемый гражданин Норвегии работал в посольстве США и, по версии следствия, снабжал своих кураторов фотографиями, схемами и даже сведениями о визитерах. Платили ему за это биткоинами и евро. Прокуроры заявили, что действия обвиняемого напрямую угрожали безопасности американского дипкорпуса и подорвали интересы США. Сам подозреваемый признает, что действительно передавал информацию, но утверждает, что не нарушал закон. Его адвокат подчеркнул, все дело в юридических трактовках. Была ли информация засекреченной и могла ли реально нанести ущерб? Мы также можем добавить, что есть только один случай, когда информация была признана незаконной. В остальных случаях он имел доступ к другой информации в рамках своей работы охранником в посольстве. Обвиняемый свою вину отрицает. Представители российской стороны, как обычно, заявили, что дипломатические миссии, включая американскую, должны быть защищены, и сослались на Венскую конвенцию. Эммануэль и Бриджит Макрон подали в суд на американскую блогершу, которая утверждает, что первая леди Франции родилась мужчиной. Иск о клевете зарегистрирован в штате Делавэр, США, под прицелом подкастерша Кэндис Оуэнс, автор шоу «Становление Бриджит», где она уверяет, будто настоящая Бриджит – это некто Жан-Мишель Тронье, мужчина, якобы изменивший пол. Цитирую далее ее: «Я ставлю на кон свою профессиональную репутацию», повторяла блогерша из выпуска в выпуск. Юристы Макронов указывали блогерше на ложность этих утверждений и требовали публичного опровержения. В ответ отказ, и теперь супруги требуют через суд остановить поток лжи, абсурда и клеветы, как они говорят. Мы искренне надеемся, что этот иск положит конец клеветнической кампании раз и навсегда, говорится в официальных документах.
Будет очень трудно выиграть этот иск. Согласно законодательству США, государственные должностные лица должны доказать наличие умысла, осознание ложности и безрассудное пренебрежение правдой. Он, безусловно, утверждает, что все это имело место, но, вероятно, не уделяет достаточного внимания факту, что суды в Соединенных Штатах предоставляют частным лицам широкую свободу в высказывании комментариев о государственных должностных лицах. На этом фоне исторически низкий рейтинг доверия к Макрону. Только 19% французов одобряют его деятельность. Даже во времена желтых жилетов уровень был выше. Скандал вокруг первой леди может окончательно добить образ елисейской пары. Урсула фон дер Ляйен потребовала перезагрузки отношений, а Пекин сократил в ответ саммит. Европа и Китай подошли к критической точке, и это почувствовали все участники саммита в Пекине, который по требованию китайской стороны внезапно урезали до 1 дня. Причина – растущее недоверие, торговая война и геополитическая напряженность. Наши отношения являются одними из самых важных и значимых в мире. Фактически, по общему объему торговли Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Китая. Китай занимает 3-е место в двусторонней торговле ЕС, и объем товаров в настоящее время превышает 2 миллиарда евро в день. Европа поддерживает экономическое развитие Китая на протяжении десятилетий и продолжает делать это. Си в ответ тонко намекнул, позиция Брюсселя слишком жесткая, и Брюссель должен сделать правильный стратегический выбор. По его словам, в нынешней нестабильной международной обстановке Китай и ЕС обязаны укреплять коммуникацию и углублять доверие. Несмотря на юбилей 50-летия дипломатических отношений, атмосфера на встрече была далека от праздничной. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.